Представители знака зодиака Скорпион, Скорпионы и Скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, вы очень интуитивные люди. И первое, мы проведем с вами приятное время, ну и какой-то инсайт определенно вы получите. У нас сегодня новая колода. Таро Истока. Вот такая холодная колода, когда ты ее приобретал для того, чтобы делать расклады на отношения, потому что очень беспристрастно. Но как раз второй канал у меня немножко застрял, но я так надеюсь, что я со временем исправлюсь. Что я хотела сказать. 14 октября солнечное затмение в знаке зодиака Весы. И 28 у нас будет лунное затмение в знаке зодиака Телец, и там Венера. Поэтому вопросы где-то вот в этот коридор затмений как раз неделя попадает на коридор. Отношения и финансы могут стоять на первом плане, или какие-то события в нашей жизни как будто подводят нас к итогу или заставляют чем-то определиться. Кому интересно, у меня есть видео «Коридор затмений», и я ссылку под видео оставлю. Как и на плейлист, так и на ваш знак зодиака. Кому любопытно, можете посмотреть. Идем дальше. Первая карта у нас, что важно знать, или важное событие. Давайте достанем карту. Неожиданное событие, неожиданности для вас. Чему сейчас не время или что нам может помешать, мои дорогие скорпионы? А что будет помогать? Давайте узнаем. И что от меня скрыто? Вот такой вопрос для вас. Такую карту достанем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежная энергия на неделю давайте узнаем. Что в личной жизни нам скажут карты. И подведем итог, карту совет. Что важно знать, или какая сфера жизни для вас будет наиболее активно проигрываться. Знаете, по королеве мечей, с одной стороны, это могут быть как, ну, отчасти узкие специалисты. Кстати, для кого-то банально. Будете разговаривать, допустим, если у вас есть дети, которые учатся еще в школе. Беседы с учителями, вот, кстати, по этой карте иногда тоже проходят. Но могут быть и узкие какие-то специалисты. Это где-то, пусть не в этой колоде, про образ Юдифи. Это правда, когда мы какое-то важное решение можем принять. Или когда мы надеемся сами на себя, и больше нам в целом говорят, наиболее удачливая неделя может быть. Дела, работа, бизнес, деньги. Ну, вот где-то так. Все-таки энергетика мечевая, она больше нам про рационализм, логику и какой-то материализм, умение видеть по факту вещи. И, кстати, нам будет помогать, сразу нам говорит карта, когда мы умеем хранить чужие секреты и свои. Вот это как раз про вас, мои дорогие скорпионы. Скорпион всегда умеет хранить секреты. Видимо, не время о своих планах распространяться. Видимо, та информация, которую мы слышим, ее как минимум пополам надо делить, потому что сколько людей говорят, столько мнений, а есть какая-то реальность, вот ее надо будет увидеть, быть более прагматичным и где-то, увы, расчетливым. Вот это обязательно. Здесь самое главное, знаете, какую-то обстановку словно просчитать до деталей, чтобы собой не рисковать. И даже если обстановка, обстоятельства вокруг вас такие мутно непонятные, мои дорогие, если действительно есть какой-то риск, значит, он должен быть сведен до минимума или реально просчитан до мелочей. Вот есть такое. Опять же, Юдифь. Неожиданности. Ну, понятно. Теперь почему нужно так быть внимательному и где-то не предвосхищать события, ни с кем не консультироваться в плане, вот вы собираетесь что-то осуществить. Не имеет значения, что думают люди. Эта карта башня выпадает. И пусть в этой колоде она немножко не та башня, что в других картах Таро, но здесь все-таки башня есть башня. Знаете, это как есть какая-то реальность. Это может быть связано с изменением обстановки. Обстоятельства
чувствами непреодолимой силы. Каким-то, может быть, прежним убеждениям мы придавали большое значение. А тут мы приходим к выводу, да елки-палки, да зря вот я этим занимался или занималась. Оказывается, нет. Это все наоборот. Иногда это может касаться, увы, и людей, когда мы тоже вкладывались, может быть, в человека, очень доверяли кому-то, а здесь мы сделаем окончательный вывод, особенно с королевой мечей, правда, как будто тайное станет явным, вот может что-то такое быть на неделе. Но по этой карте это те как будто изменения, которые, может быть, мы не хотели видеть даже. А интуитивно вы могли, кстати, уже чувствовать, что куда-то не туда ситуация развивается. И поэтому теперь мы видим что-то по факту, и пусть это отчасти для нас болезненно, но реальность как будто мы изменить не можем. Здесь могла быть какая-то, знаете, еще мог быть конкретный человек, вот, кстати, который нас, ну, может быть, увлек чем-то, если мы про личную жизнь. Или который, может быть, мы решали вопросы, что-то обещал. Был какой-то пафос, вот я к этому знаменателю подвожу. И теперь этот пафос, роскошь, это вот такая показушная, она где-то рушится. И то, что есть на самом деле, мы можем как раз увидеть. Но все же риск должен быть исключен, повторяюсь. Чему сейчас не время? Да, это точно. Риск должен быть исключен. Семерка мечей. В остальных колодах называют карта вора. А тут нам как будто предлагают, посмотрите, рука, как будто 5 мечей собирается забрать. И, кстати, в этом тоже есть риск. Ну, карта показывает, что можно как минимум порезаться, правда? Так вот, в зависимости от вашей ситуации, будьте хитрее. Либо мы действительно забираем что-то свое, либо мы собой не рискуем. И здесь у каждого по-своему. Но если мы говорим, чему сейчас не время риску в первую очередь, это раз. Не время как будто встрять в решении того или иного вопроса, словно порезаться, запачкаться, где-то наследить буквально, да, будем говорить, а потом расхлебывать какую-то ситуацию, как будто может прийти каким-то отголоском. Я бы сказала, вот от начала до конца королевой мечей быть, когда мы видим какую-то реальность, а с нами могут как раз хитрить. И вот по карте башня у кого-то вот этот самый пафос или то, что было, предположим, обещано, в последний момент нам говорят, а я не могу. Или у меня планы поменялись. Или, может быть, это буквально касается какой-то вещи, которую у нас взял человек, а потом сказал, это мое. Вот удивительно, но такое тоже бывает. Как будто это я приобрел, да, а тебе это не принадлежит. И тем не менее, даже если нас что-то просто шокирует, мы не должны себе навредить, понимаете? Просчитанных действий у вас должно быть больше, чем где-то какого-то реванша или импульса, потому что сам по себе импульс нам будет мешать. Тут где-то могут люди себя вести так, что, зная, к примеру, ваш характер, сыграть как раз на каких-то эмоциях. И мы должны обхитрить их, мои дорогие скорпионы, буквально. Что же будет помогать, королева чаш? Интуиция ваша будет и мудрость помогать. Ну, наверное, скорпион может просчитать от начала до конца любую ситуацию. Поэтому, если вы будете себя слушать, ну, чтобы, понимаете, ваше шестое чувство не заглушал поток каких-то выхолощенных мыслей, разума, а именно, вот как вам подсказывает собственная душа, вот это будет нам помогать. Еще карта нам говорит о преданности или о тех отношениях, или о тех людях, в которых мы уверены, которые искренне к нам относятся. Давайте мы посмотрим, что скрыто. Карта звезда. Какова бы ни была патовая ситуация, видимо, что-то должно встать на свои места, понимаете? Не должно быть каких-то иллюзий, или не должно быть пустых ожиданий, или слепой веры в человека. Вот ничего не такого не должно быть. Вот рационализм, мои дорогие, и искренние отношения. Вот все. Вот посмотрите, с одной стороны королева мечей у вас, а с другой стороны королева чаш. Но, видимо, всему свое время. Где-то время и эмоциям, безусловно, но только с теми
теми, кто нас любит, кого мы любим, там, где искренность царит. И в остальных случаях вот такой рационализм. И тогда по звезде, как будто, знаете, с одной стороны, что скрыто, мы можем реализовать какой-то вау-проект. По этой карте, как будто мы достигнем того, к чему мы стремимся. И в этой колоде карта нам отчасти уже это обещает. И приглашает нас эта карта, кстати, исцелиться. И, наверное, как по аркану башня, это мы приходим к какому-то выводу. Есть какая-то правда. Да, карта может говорить, что скрыто. Какой-то ваш успех как будто может откладываться. Или какой-то вопрос, он немножко может затягиваться по времени. Для кого-то из вас, если вы планируете переезд, значит, он осуществим будет. И эта карта предвещает самое главное – в последующем спокойный период. Потому что это карта возможностей и доброго потенциального будущего. Каких-то возможностей уже в будущем. Значит, необходимо с чем-то разобраться и смело идти потом вперед. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес. Колесо фортуны. И в этой колоде это карта удачи. В карте прописано, кстати, что, точнее, в книге к картам прописано о том, что, да, как любое колесо, это может маховик крутануться как и в плюс, так и где-то в минус, но тем не менее, эта карта нам говорит о том, что больше все-таки с плюсом. Но я бы сказала, не место риску дважды. И мы должны просчитывать свои действия даже в каком-то минимуме. Не должно быть небрежности, не должно быть на неделе автоматизма какого-то. И по семерке мечей это тоже важно. Быть где-то, знаете, ну, недоверчивому, что ли. Это будет нам помогать. Но по колесу фортуны мы можем осуществить что-то для себя очень хорошее. Или какой-то вопрос решить. Может быть, оказия такая будет. Или на будущее с чем-то определиться. Давайте посмотрим, что же на финансы. А здесь нам буквально марафонский забег. Все-таки я так вижу, мои дорогие скорпионы. Тут как будто преддверие какого-то большого будущего для вас. Посмотрите, звезда, колесо фортуны и рыцарь монет. И я всегда говорю, и в этой колоде это то же самое. Марафонский забег, когда мы что-то начинаем, ну, может быть, мы и продолжаем какое-то свое дело, профессиональную деятельность, но есть элемент обновления. Может быть, это произошло с тем, что изменился руководитель, изменились какие-то положения, приказы в вашей организации, может быть, изменился график работы, еще какие-то постулаты там меняются. Но для вас это будет означать как раз путь наверх, путь вперед. И это когда мы закладываем свой будущий успех, и в последующем по рыцарю монет это будет какая-то прогрессия, как и наших достижений, так еще, что немаловажно, материального какого-то эквивалента. Как будто вот именно на будущее мы что-то на эту неделю себе еще можем определять. Но деньги как будто будут. Ну, правда, вот посмотрите, вы знаете, может быть так, на начало недели какая-то муть и непонятность, какие-то обстоятельства, люди, да, когда какие-то мы выводы можем делать. Можем и достаточно жесткие выводы делать, но, видимо, чем-то мы можем быть и разочарованы, не без этого. Но, тем не менее, вот такая реальность и правда нам дает возможность какого-то удивительного старта. Посмотрите, у вас 3 старших аркана. Звезда, колесо фортуны. Как раз по рыцарю монет прекрасная карта, как и на работу, так и на деньги, и на прогресс, что немаловажно, и личная жизнь императрица. Конечно, у кого-то из вас может быть, и это и вопросы, к примеру, девушки, женщины о беременности вы узнаете. Такое тоже может быть. Но и это карта власти на личную жизнь. Все в вашей власти. Куда вы повернете вот это колесо истории, туда оно и где-то прокрутится. Вы сами определяете как будто дальнейшую траекторию своей судьбы на этой неделе. По крайней мере, хоть в одной сфере жизни вы все держите под контролем. Хотя я бы сказала,
Перемены в одной сфере жизни потянут за собой все остальные. Где-то, может быть, и по работе кто-то надумает уйти в собственное творчество или в ремесло, или в работу сам на самого себя. Вы, по крайней мере, можете об этом задуматься. Или на удаленную какую-то работу, или работу, связанную где-то на расстоянии, или будете искать на расстоянии, если у вас планируется переезд, как я там в другой местности найду работу, и вы тоже почву уже можете как будто готовить к этому. И тоже нет ничего невозможного. Когда выпадает императрица, ну, практически во всех сферах жизни полный баланс, мои дорогие. Ну и по личной жизни, конечно, как будто нас тут тоже многое будет радовать. Но все-таки я вижу это именно вы сами. Давайте карту совет. Карта заслуженного успеха. По шестерке мечей, как будто человек отправляется. Правда, если есть у вас в планах переезд, вы его осуществите. Идите за своей звездой от начала до конца. Какие-то вы планы подкорректируете в связи с открывшимися возможностями, реальностью, событиями, новостями. И полный вперед. Посмотрите, как здорово. Когда изменяются все сферы жизни, причем в сторону плюс. По шестерке мечей, как будто нас уже ожидает успех. То, к чему мы прикладываем усилия, у нас обязательно получится осуществить. И значит, как и перемещение эта карта, так это отчасти карта еще и победы. Мы как будто позади вот какую-то темноту, башню, какие-то мечи оставляем, какие-то сумерки своего прошлого, мои дорогие скорпионы, вы оставляете. И в шестерке мечей в этой колоде карта нам, знаете, как паромщик, который перевозит нас в какую-то другую новую реальность, в иное качество жизни. Время перемен вот по этой карте идет, которая отчасти где-то нас может, ну так, штормить, сбивать что-то может с толку. Но, тем не менее, нам карта говорит, вот эта карта в этой колоде, второй истока, худшее уже позади. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.